Всем привет! Давайте-ка разберемся в одной из самых больших и, честно говоря, досадных загадок в мире крупных продаж. Вот представьте, все идет просто идеально, все кивают, все согласны, и вдруг в самый последний момент что-то идет не так. Сделка просто останавливается, замирает без каких-либо понятных причин. Ну что, знакомая история? И такое, поверьте, случается сплошь и рядом. И знаете, что самое интересное? Причина-то редко в одном человеке, который вдруг сказал «нет». Нет-нет, враг тут куда хитрее. Настоящая проблема, она гораздо сложнее и глубже. Так вот, этот самый виновник — это такая, знаете, невидимая сила. Его называют центром принятия решений или комитетом по закупкам. Важно понять, это не какой-то один человек, это целая группа людей. И вот именно там, внутри этой группы, сделки либо выживают, либо, увы, умирают. Итак, давайте заглянем за кулисы, прямо на эту арену. Что это за группа и почему с ней работать та еще задачка? Вы только вдумайтесь в эту цифру. В среднем в процессе принятия решения участвуют от 6 до 10 человек. 10! А если речь идет о действительно крупных компаниях, то их может быть и 20, и даже больше. То есть это не дуэль один на один. Это, по сути, командный спорт, причем с очень запутанными правилами. И вот тут-то и начинается самое интересное. Проблема ведь не в количестве людей, а в том, что у каждого свои совершенно разные цели. Финансовый директор, понятно, думает про ROI и экономию, технически про безопасность и как это все встроить в существующую систему. Операционный директор переживает, не сорвутся ли сроки, а конечный пользователь просто хочет, чтобы все было удобно. Получается такой лебедь, рак и щука. Каждый тянет одеяло на себя, и сделка, она просто застревает, тонет в этих противоречиях. Так как же во всем этом хаосе разобраться? На самом деле есть способ. Нужно просто научиться распознавать 4 ключевых типажа, 4 архетипа, которые встречаются практически в каждой сделке. Давайте с ними и познакомимся. Итак, первый и, пожалуй, самый важный игрок на поле — это мобилизатор. Считайте его своим внутренним чемпионом. Этот человек не про «я», он про «мы». Он не просто решает свою локальную задачку, он ищет решение, которое поможет всей компании, и, что важно, он готов ради этого ломать старые порядки и двигать организацию вперед. И узнать его можно по языку. Мобилизатор всегда говорит о коллективе, о команде. Он будет задавать вопросы вроде «А как это поможет нашей команде?» или «Что нужно сделать, чтобы все отделы нас поддержали?» Он думает о консенсусе, о том, как всех объединить. А вот теперь, внимание, самая частая ловушка, в которую все попадают. Знакомьтесь, говорун. Он такой дружелюбный, с ним так легко найти общий язык, он с радостью делится информацией, все рассказывает. Вот только есть одна маленькая проблема. У него нет никакой реальной власти. Принять его за своего союзника — это, пожалуй, одна из самых больших ошибок, которую можно совершить. Это же классика. Очень интересно, я обязательно расскажу начальнику. Услышали такое? Знайте, перед вами говоруном. Он просто передаточное звено, информационный хаб, но никак не двигатель процесса. И тратить на него слишком много времени и ресурсов — это прямой путь к провалу всей сделки. И вот эта таблица отлично показывает разницу. Смотрите. Мобилизатор думает о нашей команде. Говорун ссылается на своего начальника. Один копает вглубь, спрашивает про внедрение, про сложности, про пользу. Другой просто просит брошюры, собирает общую информацию. Почувствовать эту разницу — это буквально ключ к успеху. Ну а теперь о главном препятствии. О стене, в которую разбиваются многие хорошие идеи. Это блокировщик. Его главная цель — сохранить все как есть, статус-кво. Он будет активно, иногда даже агрессивно сопротивляться любым переменам, и причины он найдет всегда. Будь то технические ограничения, политические игры или просто «мы всегда так делали». Его коронная фраза что-то в духе «мы уже пробовали, не получилось. Это слишком рискованно». Запомните, вступать с блокировщиком в прямой спор — это путь в никуда. Это тупик. С ним не нужно бороться. Ключ в том, чтобы понять его страхи, его опасения и использовать их, чтобы сделать ваше предложение еще сильнее и безопаснее для компании. И, наконец, четвертый игрок — инфлюенсер. Или, проще говоря, советник. У него может не быть права подписи, никакой формальной власти, но его мнение, его экспертиза имеют огромный вес. Все к нему прислушиваются, и он может стать как вашим самым мощным союзником, так и серьезным препятствием. Очень часто именно его экспертное заключение мобилизатор потом несет остальным как главный аргумент.
Окей, с подозреваемыми познакомились. Теория — это хорошо, но как их вычислить в реальном разговоре, в жизни? А для этого есть специальные диагностические вопросы. Давайте перейдем к практике. Чтобы найти мобилизатора, нужно задать всего один вопрос. Как вы считаете, кто еще должен поучаствовать в этом разговоре, чтобы он был максимально успешным? Мобилизатор мыслит масштабно, инклюзивно. Он тут же начнет перечислять коллег из других отделов, потому что его цель — построить общий консенсус. Он сам вам сдаст всю карту. А чтобы идентифицировать говоруна, вопрос должен быть прямым и в лоб. Подскажите, а кто в вашей команде принимает финальное окончательное решение? Все. Этот простой вопрос сразу расставляет все по своим местам. Он помогает понять, кто перед вами. Реальный игрок или просто, скажем так, почтальон. С блокировщиком нужно действовать тоньше. Чтобы вытащить его на откровенность, спросите, с вашей точки зрения, какие здесь самые большие риски? Какие могут быть опасения? Смотрите, этот вопрос не атакующий. Наоборот, он показывает уважение к его мнению, и он как бы приглашает блокировщика выложить все карты на стол. А как только возражения названы, их можно превратить в задачи и отдать на проработку вашему мобилизатору. Отлично, мы научились собирать информацию. Теперь самое главное — как превратить эти разведданные в конкретный план действий, в настоящую карту, которая и приведет к победе. На самом деле процесс до смешного простой, но при этом невероятно мощный. Всего 3 шага. Шаг 1. Выписываем всех, кого знаем в этой сделке. Шаг 2. Рядом с каждым именем пишем его архетип, основываясь на поведении. И шаг 3, самый важный, планируем конкретное следующее действие для каждого ключевого игрока. Вот так хаос превращается в четкую, понятную стратегию. А вот и пример, как это может выглядеть на практике. Эта карта, по сути, ваш навигатор по политическому ландшафту сделки. Давайте посмотрим. Ага, Джон финдиректор наш мобилизатор. Отлично. А вот Сара из IT явный блокировщик, причем с высоким влиянием. И что нам это дает? Стратегия становится просто очевидной. Не надо идти напролом и спорить с Сарой, это только укрепит ее в своей позиции. Вместо этого мы готовим для нашего мобилизатора, для Джона, детальный анализ и расчеты. И уже он, как внутренний лидер, пойдет к Саре и будет работать с ее опасениями с позиции общей выгоды для всей компании. И вот мы подошли к главному выводу, к ключевой идее всего этого разбора. В конечном счете, успех или провал крупной сделки почти всегда сводится к одному — удалось ли найти и правильно вооружить своего мобилизатора. Ведь именно он — тот человек, который превращает возражение блокировщика из проблемы в задачу, и именно он использует экспертизу инфлюенсера, чтобы построить тот самый победный консенсус. И в завершение давайте оставим один вопрос, над которым стоит подумать. Если взять самую важную сделку, которая есть прямо сейчас в работе, кто в ней тот самый неоткрытый мобилизатор? Тот человек, которого, возможно, до сих пор просто не замечали, принимая за кого-то другого. Поиск ответа на этот вопрос, поверьте, может изменить абсолютно все.